слышно. Причем у меня такой 3D-звук, я в машине, телефон подключен к Bluetooth, поэтому вообще офигительно просто. Супер, замечательно. Рада тебя видеть в новом, environment. Да, ты знаешь, как-то так удобно, я чувствую, и села себе удобно, и звук офигительный, и картинка, и все прям. Я делаю успехи. Помнишь, мы в прошлый раз с тобой делилась, стул новый купила, тут вообще в машину села, прям так классно. Слушай, ну вообще Короче, масштаб просто. меняется, но зато все идет только вверх. Вот, классно. И это мой запрос на сессию, как ты, наверное, уже догадалась, учитывая то, как оно у нас тут все происходит. Да, а я еще хотела у тебя, перед тем, как начнем, спросить, у нас с тобой переписка, как у тебя там это все, как все отзывается? Параллельные процессы, я бы даже так сказала, переписка не очень, ну, параллельные наши процессы. Ты Вот. знаешь, наверно, для меня это даже не столько про параллельные процессы, сколько про какие-то зеркальные ситуации. Потому что они у меня происходят 24/7. И условно, например, я иду со своим запросом на сессию к Ирине. Следующее, ко мне приходит клиент с этим же моим запросом. После этого приходит клиент, который говорит словами предыдущего клиента или словами с моей сессии. То, что у нас здесь с тобой происходит, ну, то есть совершенно очевидно, что оно как-то безумно интересно работает. И это и есть мой запрос на сессию. И уже я хочу его озвучить очень сильно, меня прямо распирает, Ян. Потому что смотри, вот эта история с целостно-смысловым подходом. А, и для меня она корень волшебства. И корень вообще вот всего, что происходит и у нас, и между нами, и нашими клиентами, и вот по нашей жизни. И я вижу по своей практике, насколько быстрее начинают получать результат клиенты. И если раньше, например, вот мой стандартный пакет был 8 сессий минимум, в принципе, там от 8 до 12, и это было более-менее достаточно, то грустная часть истории заключается в том, что я теперь вижу, что, в принципе, 4 сессии более чем достаточно практически для любого запроса. Даже не так, не для любого запроса, а практически для любого человека, независимо от того, он впервые на первой сессии услышал про коучинг или у него за плечами уже есть какой-то бэкграунд с ретритами, практиками, психологами и так далее. Ну во-первых, это офигительно, с одной стороны. А с другой стороны, а где деньги тогда в таком случае? И очевидно, тогда надо поднимать, цену, сокращать пакет, цену повышать. И тогда следующий вопрос: а как тогда объяснять, вот что мы продаем? Волшебство под ключ? Это что, эзотерика? Это что тогда вот начинаются все вот эти истории, про зеркальность, про параллельные процессы, про работу с полем и так далее, так далее? Э, Вообще пока непонятно. И сегодня на сессии мне очень бы хотелось это хотя бы минимально обсудить. Вот. Окей. Так, давай сверюсь. Слушай, у меня еще 2 вопроса на самом-то деле появилось. Еще в начале того, как мы только зашли, как ты озвучила свой запрос, когда ты делилась вот этими процессами, которые у тебя в жизни, а, происходят. Знаешь, мне первое пришло такое: ну что ж, все-таки они хотят тебе сказать, что ты должна увидеть. Вот это первая мысль, которая появилась. А
Так, подожди, а второе, то, что появилось, это было так, подожди, важное что-то было? М, секунду. Забыла второе, представляешь? Давай Вот пока начну отвечать на первое, второе может давай. подгрузиться сейчас. Да-да-да, давай. Вот оно просто вот так вот исчезло, представляешь? Вот прям, значит, так надо было. Для меня, наверное, это подтверждение про то, что глобально вот мы все едины. И глобально это про то, что все и все друг с другом связаны. И, вот в том числе, как, знаешь, там, "спасись сам, тысячи вокруг тебя спасутся". То есть ты меняешь свое состояние, вокруг тебя начинает меняться состояние. То есть визуализация, казалось бы, того, что как вообще это можно визуализировать? Вот для меня это об этом. То есть, Я вспомнила давай. вспомнила второй вопрос как раз. Мне кажется, просто ты подвела к этому, как по мне. Это было о том, что слушай, опять вот я не понимаю, что такое Офигеть, вот Ян, как интересно. он второй раз, вот как будто я его пытаюсь вот так вот ухватить, и он второй раз, пытается от меня вот прям ускользает, понимаешь? Думаю, все вспомнила, думаю, ну я не буду сейчас тебя перебивать, думаю, все ты договоришь и всё. Слушай, Ну, как если короче, бы кто-то ага. третий хотел к нам войти, и тут между нами играл в прятки. Да, слушай, интересно, как оно сейчас все работает. Так, сейчас, окей, схвачу за хвост. Короче, это о том, какие способности у тебя уже развились вот сейчас на данном этапе, что ты вот это видишь. Вот. Потому Э, что для меня это вот про осознанность и вот то, всё, что ты вот сейчас даже говоришь, там есть как минимум какой-то из ингредиентов, это вот эта осознанность, да. И как по мне, мне кажется, чтобы вот это все видеть, замечать, она нужна, да. Вот возможно, еще какие-то вот, ты можешь себе, вот какие-то навыки, да, присвоить, благодаря которым вот это все вообще происходит, и ты это видишь, м, осознаешь это, что есть. Что там такое у тебя? ты знаешь, интересный момент. Щас я тоже положу осознанность вот сюда, пусть она лежит, чтобы я про нее не забыла. Скажу про навыки. Вот, когда начала ходить заместителем, на расстановке, я стала замечать, что у меня повышается чувствительность. И что я начинаю чувствовать, состояние других людей, вообще. Знаешь, если я буду говорить сейчас, что я начинаю чувствовать поле, мне кажется, что это будет прямо, как-то погранично и, может быть, слишком эзотерично. А, м, в общем, ладно, это пусть поле полежит рядом с осознанностью, пока ты меня поняла. А, и начав вот эту практику в расстановках, начала это же чувствовать в сессии. Не уверена, что для меня это про осознанность. Сейчас тоже об этом надо проговорить, потому что для меня это, наоборот, про чувствование в тело. Потому что я это начинаю чувствовать именно телом. А осознанность почему-то, может быть, она жила в голове. Может быть, тогда, если я чувствую, то это про соединение головы с телом, потому что, я глобально же, знаешь, наверное, они в браке, наверное, чувствительность в браке с осознанностью. Потому что я начинаю чувствовать тотально, и для меня это в первую очередь, а, вот, это знаешь про что? Это могу предположить не то, что это что-то новое, что я в себе открыла благодаря тому, что куда-то стала ходить, а это про то, что у меня возрастает доверие к себе. И через это доверие к себе я начинаю себя,
лучше слышать. И тогда еще и расстановки женятся с коучингом, получается. То есть у нас сейчас вообще Так какая-то интересно, прям свадьба. чувствительность, осознанность, да, вот там чувствительность, осознанность соединились, расстановки, коучинг соединилась, и как результат, ты, вот чувствуешь, прислушиваешься к себе, слышишь себя. Да, да. И, собственно говоря, ведь это же то, что, а, происходит и в наших сессиях с первого дня, когда ты мне возвращаешь мои состояния, когда ты говоришь там, что вообще сейчас, происходит. То есть я же здесь тоже, получается, а, целиком. И здесь я тоже прокачиваю этот навык, а, те работать телом условно. Да, выстраивается прям картина, Ян. Слушай, вот отсюда куда ты хочешь? То есть хочешь вот как-то вот в эту картину или все таки вот к этому запросу, который ты озвучила? Ты говорила там про деньги, ты говорила про целостный подход, ты говорила вот: "А что я даю этим клиентам?" Вот сейчас вот Э, куда хочешь? Чувак-то этот не вернулся, который в прятки играл? Так он вернулся, я задала тебе этот вопрос. Это вот и был этот вопрос, что ты себе, вот какие вот эти качества. Это было Все, про это. теперь Это он про от это меня, значит, было. прячется. Окей. Представляешь? Окей, как интересно. Ты знаешь, я хотела бы в формулировку словами. Что что, это такое? С минимальным использованием, понятной только нам лексики. Понимаешь? Потому что по сути, а, если мы говорим про наших мастеров, то это, а, просветление за одну сессию. И это ни разу не про преувеличение, это, ну, скупая констатация факта. Но, мы же не места на ретрит продаем, правильно? Слушай, переспрошу, да? То есть ты сейчас хочешь, а, так, сейчас еще раз сформулирую все. У тебя сократилось количество, то есть ты планируешь, да, насколько я понимаю, да, сократить количество сессий, так как твои Оно клиенты сокращается, я уже это вижу. намного, вот оно уже сокращается, то есть так как клиенты получают результат быстрее. И вот количество сессий, да, с 8 сокращается к 4, потому что у тебя благодаря определенным качествам, то, что все уже поженились, то, что ты чувствуешь себя, слышишь себя, да, и вот это все помогает, также влияет на клиентов, да, это как зеркальные эти нейроны, о которых, кстати, мы уже говорили с тобой, помогает клиентам. Блин, почему-то мне тоже приходит тоже слышать себя и решать, соответственно, свои какие-то задачи, свои проблемы намного быстрее. Вот, и не в зависимости от того, сколько, где этот клиент и кто он был до этого. Э, и сейчас ты хочешь придумать новую формулировку для того, чтобы донести ценность клиенту, да, почему теперь сессии должны быть дороже, и их должно быть меньше, я правильно понимаю? Вот это суть вот этой формулировки в чем? И для кого эта формулировка? Это Да, формулировка для тебя или это формулировка только для них? Ты сама понимаешь это? а, ты знаешь, вот мне самой достаточно формулировки про волшебство в действии, про,
А, Господи, вылетает что-то у нас сегодня прям с вылетанием из головы и убеганиями. Просветление за один сеанс. Вот все эти истории, они мне абсолютно понятны, потому что я это просто, ну, вижу на примерах. Мне вообще мало что надо объяснять, потому что, например, когда я ищу себе специалиста, мне вообще ничего не надо объяснять. Мне важно, есть у меня на него внутренний отклик или нет. Мне не надо агитировать за советскую власть, и вот все эти истории не надо. Но поскольку все таки мы живем, работаем и продаем в формате соцсетей, в формате текстов, в формате, какой-то логической истории словами через рот, то она должна быть просто сказанная. А как просто объяснить вот этот целостно-смысловой подход, а, чтобы даже, я не знаю, там самая последняя бабушка его поняла? Не знаю, даже хорошо, окей, уберем бабушку за скобки, может быть, ей это не надо, и, может быть, бабушка и так уже все поняла. Я не знаю, Ян. Мгм. Слушай, а что ты сейчас конкретно пытаешься объяснить? То есть, вот, то есть ты Волшебство. работала. Ага, вот, то есть, а вот до этого как это было? То есть ты до этого работала, и теперь вот как у тебя произошли определенные изменения, и вот ты пытаешься объяснить вот это волшебство, благодаря которому люди получают больше Да, ценностей, да, или быстрее приходят к. Мгм. именно. То есть сказать о чём-то офигенно крутом, о чем то мега волшебном и мега классном. И я понимаю, окей, что есть, логическое описание, метода, с точки зрения методологии. Понимаю, но мне важно найти свои слова и описать волшебство. Кстати, знаешь, сейчас подумала, что, может быть, за счет того, что я называю его волшебством, я его и не могу описать. Ну, прям тогда, ступор. О чём ты щас думаешь? Ты знаешь, ну, с одной стороны, пошла думать про то, что как можно описать, просветление на сатсангах, которые делают мастера. Как можно их описать? Поняла, что тогда опять я иду по пути волшебства и попыток описать волшебство. А что такое волшебство? Э, Может, э, в скажешь? Да, ты знаешь, вот в моем понимании, это чудо. Это что-то, у чего, э, ну, наверно, нету описуемой технологии. Понимаешь? А здесь получается, что эта описуемая технология есть. А, Потому что, условно, один волшебник, может научить другого стать таким же волшебником, передавая эту технологию. То есть технология передаваемая. Понимаю, это понимаю. Но вот про заземлить и словами через рот, и не потеряв еще ни грамма ценности, Мгм. не понимаю.
Можно поделюсь? У меня Да, почему-то вот сейчас какой-то такой отклик, как будто ты пытаешься объяснить вот эту технологию, как она, работает, клиенту. У меня почему-то такое, сложилось впечатление. То есть, нужно ли ему эта технология? А вот что ему нужно? Что то вот как-то туда да, меня ты что-то. знаешь, хороший момент. Я тут думала, что, может быть, просто если я стану это заземлять, в описуемые рамки, может быть, оно мне самой как-то станет понятнее. Но учитывая, что мне, в принципе, на уровне чувств и так все понятно, а клиенту действительно это не нужно. Согласна. Хорошо. Ну вот, окей. Как тогда объяснять, почему 4 сессии, а не год еженедельно? Вот как тогда сказать? Потому что это у нас с вами случится волшебство, и мы создадим такое поле, где ваши проблемы, трансформируются. М, ну, то есть, по сути, конечно, верно, но, не совсем тогда для того таргета, с которым хотелось бы работать. Вообще нет ответа. Знаешь, у меня сейчас вот какое-то такое ответвление пошло, вот как будто с одной стороны, а, ты пытаешься вроде бы и донести ценность этого всего, а с другой стороны пытаешься, а, как-то оправдать, почему вот я сокращаю и почему я поднимаю цены. Вот что-то вот мне как-то вот так вот оно вот чуть-чуть 2 стороны пошло. А, ты знаешь, с ценами для себя я договорилась. Я немножко переделала структуру сейчас, и цена окейная для меня. Поэтому здесь нету момента, что вот на этом этапе я должна объяснить, почему дорого. Пока нет. Но мне важно объяснить, что я продаю. Потому что это действительно намного больше, чем коучинг. Что это? Пересборка жизни под ключ. А, для тех, условно, кому надо, а кому не надо пересборки жизни под ключ, кому надо решить, какую-то одну конкретно локальную, проблему. Эта история может, наоборот, отпугнуть. Знаешь, интересный момент, вот. Если не пересборка жизни под ключ, а если пересборка мышления под ключ, с помощью которой, вы сможете решить любые свои жизненные задачи, самостоятельно. Ну или, в общем, как-то вот так. Звучит классно, честно, мне очень нравится. Да? Пересборка мышления под ключ. Да, мне нравится. Прям прикольно. И тогда получается, что если, например, человек начинает тебя спрашивать: "А как это будет происходить в рамках сессии?" То здесь тогда, получается, мы уже можем объяснять, в принципе, э, как мы работаем как, коучи, через что и так далее. Здесь оно тогда логично.
Слушай, а вот как думаешь, что произошло такого, что вот ты сейчас. Почему? Ты знаешь, ну вот я пошла тестировать, и не только в голове, а проговаривая словами, через рот вот все возможные, варианты видения. И когда проговариваешь, прямо хорошо, то оно как-то вот начинает выстраиваться. Э, Хочу задать, Ян, сама Мгм. себе вопрос. А, она легла, она легла, и она вполне может быть как, Ага. рабочий момент. А повтори, А, пожалуйста. Я да-да-да, связь пропала. вижу, Ян. Она легла, Всё. она легла, она откликается. Мгм. Как сейчас, ты, слышно нормально? Да, ты знаешь, вот, такой момент интересный, вот как будто ты разговариваешь намного быстрее, я слышу твой голос, а потом твои губы, они догоняют вот это. Ну, как бы и тело. Сначала голос слышу, и он немножко отстаёт. Потом вижу, как ты говоришь, губы. Интересно. Вот как только что об этом задумалась. Типа Да, вот быстрее, и тут такое тело бежит. да, надо синхронизоваться. Но я сейчас тебя и вижу, и слышу нормально. Но я тебя тоже слышу. Все равно немножко отстаёт, оно губы, ну и мне окей. А, хотела сказать, что вот вопрос, который я сама себе хотела бы задать: а что произошло такого, а, вот сейчас, что я смогла пересобрать свое мышление и увидеть, варианты решения? Ты знаешь, это, наверно, вот по ощущению то, что мы начали делать с начала сессии, когда начали соединять, голову с телом, и условно расстановки поженились с коучингом. То есть когда начинается процесс соединения, и получается, что когда приходит та самая целостность, может, кстати, это она тут бегала туда-сюда и пряталась, это от меня к тебе, да-да-да-да-да. И вот когда, значит, все-таки оно все сложилось, то тогда стали появляться какие-то идеи. Наверно, так, Ян. Круто, очень Слушай, вот круто. это все. О чем это сейчас все? Вот если так немножко выше подняться, вот такие у тя щас в жизни глобальные изменения. Мы, ну, много раз сессии проводили как раз таки на энергию, на состояние. Вот сейчас оно как будто, знаешь, вот эти механизмы, они как вот запускаются и вот прям так, знаешь, начинают работать. По крайней мере, как я это вижу. Как ты это видишь? Что там такого происходит щас?
Ты знаешь, 100-500 процентов, конечно, это про переход на другой уровень, про, а, все те изменения, которые во мне происходят, и про признание этих изменений целиком. Э, прямо на вот, тотальном принятии всего, что происходит, на тотальном проживании всего, что происходит, и на максимально целостном. Потому что, конечно, я еще не могу удерживаться, в этом состоянии долго. Но в тот момент, когда в рамках нашей работы, например, я смещаю туда фокус внимания, раз, и оно все начинает выстраиваться. И выстраиваться, и встраиваться. И это прям круто. И знаешь, что у меня сейчас прям такое ощущение, как будто бы, фух, вагон разгрузила, и прямо вот кайф. А что с этого Огонь. вагона вылетело-то? Как думаешь, что там? Ты знаешь, вылетели какие-то, а, кирпичи, булыжники, в общем, наверно, какой-то мусор, Мгм. мешающий видеть. С другой стороны, может, он и не давал совсем отлетать, этот мусор. Но в любом случае mission completed, поэтому все. Без него, нормально. Ну, теперь какие возможности открываются перед этим вагоном? Чё? Вообще без вагонов, Ян. Все. Вот, наверное, никаких бы утяжелителей не хотелось бы. А чё хочется? Ты знаешь, щас вспомнила, вот что той сессии, про которую я говорила с Ириной, мы, дошли до полета. И вот объективно прям хочется лететь. Вот реально прям хочется лететь. Знаешь, тоже интересная динамика. Мне было очень сложно сказать тогда словами через рот, что все, я полетела. А теперь вот здесь с тобой прямо у меня получается. То есть мне реально необходима эта практика. Да, так что лететь. Sky is the limit. Mission completed. Будем Mission летать. completed, да. Что сейчас нужно, чтобы эта mission была completed или она уже completed, как чувствуешь? Completed уже. Мгм. Надо еще какие-то вопросы позадавать вот в сторону, а, что дальше, что дальше будешь делать. Вот пришли к результату, есть, Ты знаешь, ты вот, наверное, сформулировала. Мгм. нет. Вот, наверное, нет, потому что оно все случилось. Мгм. Окей. Оно все случилось, оно все прожилось и живется. И знаешь, что хочу тоже смотри, мне кажется, у нас становится короче сессии. Да. И это ведь тоже туда же. Ведь это же тоже все вот в это, волшебство целостно-смыслового подхода к Да, поясничной. согласна. Ты знаешь, я тоже заметила, потому что я помню, как-то предыдущие сессии у нас были по 50 минут Да и, у нас до может, и часу больше. было. Да. Да, да, и до часу было, а сейчас там, в принципе, там 30 минут. Да, мы уже И бы закончили там. полетели! Полетели, да. Ну вот чувствуется это состояние, знаешь, легкости, и все, и как бы оно намного быстрее. Ведь да,
вообще, конечно, пространство работает офигительно. Офигительно. Ну, вот именно, что абсолютно реально офигительно. Спасибо Согласна. огромное, Ян, за Благодарю волшебство, тебя. за поле и за все то, что я могу здесь сказать, за все те слова. Да, Реально. да, ты знаешь, я те тоже благодарна. И причем у меня сегодня была сессия, я была клиентом, вот я покупала сессии. И ты знаешь, я тоже пришла к искренности. То есть у меня, короче, результат моей сессии — это была искренность. Максимальная искренность везде, во всем, чтобы это было, знаешь, максимально не наигранно, чтобы это было не пластмассово, чтобы это было искренне. И вот как-то, благодаря сегодняшней нашей сессии, ты знаешь, я, вот, смогла максимально раскрыться в этом всем. Вот и мне было настолько классно с тобой, и комфортно, и делиться чем-то, и подсветить что-то, и не думать о, там, не знаю, компетенции, некомпетенции. Вот это, понимаешь, как-то оно вот Да, выкристаллизовалось, и вот оно было максимальным вот чем-то таким, знаешь, человеческим, а не просто, вот понимаешь, да, о чем я? И меня абсолютно это прям понимаю. я такая думаю: "Вау, как оно так работает!" Работает. Да, вообще просто механизм. Это, короче, это было для меня это тоже, эта сессия, это было прям вау, честно, как вот как для коуча. Это было то, что нужно. Спасибо, Ань. Огромное Фух, спасибо, Ян. Полетели. да, летим. Тогда до Летим. следующего четверга. Пока-пока. Спасибо огромное. Пока, спасибо, пока.